Итак, всем доброй ночи. Как я вам и обещала, буду выкладывать вам работы, ритуалы, которые я собирала много лет. Некогда изучая архивы, да и до сих пор изучаю многие книги, редкие издания, заговоры и вообще магия, связанная с великими мира сего. Людьми, которые знали какие-то определенные тайны, оставили определенный след после себя в истории, а кто-то более незабываемый. Люди, которые стали героями множества фильмов, легенд, романов, чья личная жизнь до сих пор не оставляет в покое поэтов, писателей, режиссеров, кинематограф. Чем же они вызвали такой интерес? Тем, что они были не такие, как все, и достигли высот в самые сложные и страшные периоды истории. Итак, на Западе ее знали как Роксолана. В Османской империи ее называли Хюррем, что значит смеющаяся или веселая. Некоторые говорят, что звали ее Александра Ларосса, русская. Некоторые говорят, что имя ее было Анастасия Лисовская. Одни говорят, что она была из области Лисовск, дочь священника Луки. Другие говорят, что она была полячка. Третьи говорят, что она была крымчанка. Одним словом, окутана тайная история этой женщины. Была ли она красавицей? Нет. Была ли она слишком разумна? Да. Она читала очень много, она очень много изучала. Ее одержимость книгами и то, как она выписывала себе различные книги на латине, на греческом языке и прочее, говорят о том, что она искала какие-то сакральные знания, потому что ее чрезмерное увлечение чтением показывает ее какой-то поиск чего-то. Женщина, которая смогла покорить сердце могущественного правителя Османской империи, стала единственной неповторимой, ради которой он распустил свой гарем. Фильмы могут показывать что угодно, фильмам нужны интриги, расследования, чтобы держать напряжение зрителя. А правда одна, что после того, как Сулейман встретил Хюррем, он забыл обо всех на свете. Ради нее он пошел на преступление против своего сына, хотя, говорят, сын бунтовал против него. Она была его вечным праздником, как он называл. Она вмешивалась во все дела, управляла государством через него, играла с визирями, казнила визирей, ставила визирей. Она практически была в султанате повелителем. Но всеми силами мужу пыталась указать на его главенство. Никогда не говорила с ним о делах. Никогда открыто не вмешивалась в политику. Но делала это через других людей, и ее образ для Сулеймана был абсолютно чистый, непорочный, никогда не настраивала мужа против родных открыто, но действовала через других, пороча их имя, сама оставаясь абсолютно чистой. Одним словом, дорогие друзья, Хюррем вошла в историю как великая интриганка, но в то же самое время как очень разумная женщина, очень хитроумная. Ей приписывали качество ведьмы, говорили, что она по ночам летает над дворцом. Конечно, это были легенды, но в любом случае где-то оправдано, потому что эта женщина за короткое время
будучи некрасивой, конопатой, с ужасной асимметрией лица, среди всех красавиц жен Сулеймана заняла первое место, родила больше всего детей ему, и от нее, собственно, и продолжение династии пошло. Мало кто знает, но Хюррем Султан имела свои печати. Вообще звание Хасыки было только ее. Многие режиссеры, снимая фильм, очень неправильно делают акцент, как бы первую жену султана всех называя Хасыки. Нет, дорогие друзья, Хасыки была только Хюррем. Хасыки означает приближенные. То есть Сулейман придумал новый титул специально для жены, чтобы она была второй после его матери. Что до этого в Османской империи не было. Ни один султан не женился, тем более на своей рабыне. Сулейман женился. Одним словом, эта хитроумная женщина всеми силами покорила его, отличилась своей дерзостью, показала свой характер мужу, а человеку, имеющему такую власть, видящий всех вокруг себя рабами и присмыкающимися, очень не хватает душевного друга, очень не хватает близкого человека. И он нашел в Хюррем эту близкую душу. Она была очень образована, в то время как другие жены занимались только тем, как бы хорошо одеваться и прочее. Более того, Хюррем просит самого Сулеймана обратить ее в мусульманство. После того, как, скажем так, он обратил ее в мусульманство, вложил в нее что-то, да, для мужчины очень приятно вложить что-то в женщину, взрастить. Как говорят, мы ответственны за тех, кого приручили. Здесь мы ответственны за тех, кого привели к чему-то. Но вот привел он ее к религии, как ему казалось, а потом она просит еще больше, просит построить святыни в Мекке, в Медине, просит спонсировать эти святыни, а для этого ей нужна свобода, он дает ей свободу, потом она говорит, что ты великий повелитель мусульман, и ты сам должен соблюдать эти законы, а значит, ты не можешь спать с женщиной, которая свободная мусульманка, без законного брака. Он сначала сердится на нее, он злится, но потом вынужденно женится на ней, потому что любит ее и не может без нее жить. А сам понимает, что действительно попал в какой-то капкан. Он не может делить ложе с женщиной, которая была свободна, которая была его верой и не является его женой. Он обязан по закону шариата, то есть взять ее в жены, и он это делает. То есть эта женщина очень хитроумная, очень продуманная, но есть еще другой секрет и удачливости. Дорогие друзья, есть несколько фактов очень интересных, любопытных. В то время в Польше была королева Бонна Сфорца, супруга Сигизмунда I. Сигизмунд I был абсолютно безвольный человек, абсолютно ни за что не отвечающий. В письмах его знати сказано, они переписываются между собой и пишут, что королева Бонна взяла всю власть в свои руки, сама распоряжается, он без нее не принимает никакие законы, не смеет ничего говорить. До Сфорца мы тоже доберемся, но пока я говорю о дружбе Хюррема и Бонна Сфорца. И в этих письмах сказано: шляхтичи и прочие дворянская знать устала от нее и просто не знает, куда уже деваться. Бонна Сфорца, дочка дьявола, отравительница, хитрая итальянка, которая первая из христианских правителей заключает внезапно, то есть уговаривает мужа заключить с турками мир. И тем самым выигрывает в этой борьбе, потому что благодаря ей Польша и Речь Посполитая долгое время держат свои позиции. А как так происходит?
между Боной Сфорцей и Хюррем Султан велась очень активная переписка. Они были подруги. Более того, Бона отправляет в Османскую империю, в Стамбул, свою дочку Анну Яголонко. И у нее есть далеко идущие планы. Но эти планы не осуществляются по непонятным причинам. У них были планы сродниться между собой, то есть поженить своих детей. Но Яголонко либо не нравится сыновьям Хюррем, либо что-то там случается. Одним словом, этот союз не получается. Но она приезжает туда недвусмысленно, с какими-то определенными целями. Хюррем называла себя Хюррем-Шах. В то время мало кто знает, что она себя так величала, и у нее был такой титул и право называть себя. На ее печати написано Хюррем-Шах. Она пишет после смерти Сигизмунда, отправляет письмо своей подруге Боне с сочувствием и радуется, что ее сын Сигизмунд II Август взошел на престол. Между ними очень активная переписка и очень много скрытой истории. Но есть некоторые вещи, которые получилось все-таки вывести на свет Божий, а именно в 17 году некий еврейский историк Ежи Кшиштович едет в Османскую империю. Мы знаем, что еврейская община очень сильна и до сих пор в Турции. И в архивах в основном османских султанов работали евреи. И вот он как бы под предлогом, что очень хочет написать книгу об османских султанах, об их правлении, о династии османов, его любезно принимают и разрешают в этих архивах работать. Кстати говоря, Кшиштович как раз первый человек, который заказал у художника перерисовать портрет ее современником оставленный, где она совершенно не красавица, и отправляет в Польшу. Потом приписывает это другому человеку. К сожалению, его следы теряются. Сейчас скажу почему. Оказалось, что в переписке с Бонной Сфорцей есть огромное количество отдельно свернутых, значит, листков и как бы документов, которые посчитались неважными, как второстепенными. Поскольку в то время в Османской империи мало кто особо владел разными языками, именно тех людей, которые работали в архивах, особенно славянскими языками, то они посчитали, что это некая молитва, видимо, поскольку Хюррем по происхождению славянка, и, естественно, ей отправили какую-то славянскую молитву, может быть. Значит, он обнаруживает некие причудливые чертежи, как бы похожие на какие-то талисманы, как он описывает, какие-то непонятные узоры, знаки, там нарисованный глаз, ворон, меч, в общем, вот такого типа. И в переписках он обнаруживает отдельные бумаги. Ради интереса, перечитав, поскольку он владел русским языком, как и многие поляки и польские евреи того времени, он обнаруживает, что это не молитва, что это не какое-то, как бы сказать, напутствие на языке Хюррем Султан, что это заговоры, отправленные ей Боной, королевой Боной. И он эти заговоры переписывает для себя с целью издать. Через некоторое время он уезжает из Константинополя, ну, уже Стамбула, уезжает в Польшу, и вот на этом его следы затерялись. Сказано было, что он был отравлен. Видимо, спохватившись, турки все-таки поняли, что он что-то взял такое ненужное, непотребное, и это что-то выплывет наружу. И очень хотелось, может быть, испортить, знаете, такой портрет с их султаншей. Не хотелось портить какое-то имя
османских султанов, тем более, что уже Османская династия потихоньку перетерпевала крах и ослабевала, и Османская империя в том числе. И уже шли друг за другом то кровавые, то абсолютно бесполезные султаны. И, видимо, они просто испугались, что эта информация может быть на руку их врагам, что это могут опубликовать, что это могут расценить как еще одно доказательство того, что султанская власть порочная, она не нужна в Турции, поскольку она перемешана с магией и прочее. В конце концов, династия Али Осман как бы извергли, и многие из женщин этой династии, которые вышли замуж за египетских султанов, за йеменских султанов и прочее, тоже были свергнуты, и они, многие из них закончили свою жизнь то во Франции, то в Англии. То есть приближался закат Османской империи, и поэтому они очень переживали за каждую ненужную информацию. Я как-нибудь вам расскажу и про одну из последних султанш, Гвашемаш Хатун. Можете открыть, посмотреть, кстати, в Гугле. Там она абсолютно обнаженная, с нарисованными знаками, посещала монастыри, древние храмы, поклонялась богине плодородия. Гвашемаш Хатун занималась рунами, у нее были наставники. И после долгих уговоров, жена, она была султана Гамида Кровавого, после долгих уговоров о том, что оппозиция это может сразу взять себе в козыри, да, и это не на руку султанской династии, был изгнан наставник, и она прекратила на публике показывать свое явное поклонение языческим силам. Была женщина очень красивая, мать у нее была черкешенка, то есть красота у нее была неописуемая. Но хочу сказать, что в этой династии не новость занятие магией и обращение к магии. И вот тайны, секреты Хюррем Султан. И вот один из этих тайн, в конце концов, после его смерти пытается опубликовать эти очерки его жена. Хотя хочу вам сказать, что в первозданном виде он не переписал, он переписал как понял, как смог этот заговор, этот ритуал, и не один ритуал. Я некоторые из них потом покажу. И они были изданы кусками в разное время, по-разному, в этих архивах того времени. И Кшиштович, как бы история Кшиштович, там сохраняется некие очерки, поскольку считали, что все-таки его убили из-за архивов, связанных с Хюррем. Но это тайна, это предположение. В конце концов, книга не вышла, но отрывки, рассказы, приведенный текст, что он обнаружил, это есть в архивах. Если есть у кого желание, они могут это исследовать и посмотреть. Именно архивы Османской империи, Османской династии в исследовании польских евреев. Итак, дорогие друзья, что отправляет Бона Сфорца своей подруге Хюррем? Она отправляет ритуал от врагов. Что еще нужно было сильным женщинам, если не избавление от врагов? Как завоевать сердце мужа, она и так знала. Как воспитывать своих детей, она и так знала. Она знала, как править империей, но ей нужно было противостоять врагам не только огнем и мечом, но и хитростью, но и с помощью определенных потусторонних сил. Быть может, некоторые элементы до сих пор есть в украинском колдовстве и в разных формах, в разных заклинаниях оно может встречаться, поскольку корни все-таки украинские, не удивлюсь. Но в общем и целом этот весь ритуал первый раз вы видите и слышите, я еще нигде не видела. Если только, еще раз говорю, если кто-нибудь будет расследовать, смотреть, может быть, еще раз найдут определенные, но несколько ритуалов, которые с этих архивов я взяла, они, скажем так, в полном таком виде только я вам показываю.
Итак, отправлено на украинском языке. Это еще одно доказательство, что все-таки Хюррем была украинкой. Почему? Потому что незачем было Бонни Сфорце отправлять, например, если бы она была полячка, да, она бы могла польский какой-то заговор. Да, Сфорца пишет: это вам, госпожа Хюррем-Шах, от нашего общего друга. Вот что она пишет. Какого друга, непонятно. Быть может, у них был колдун. Кстати, Бонни Сфорца очень, скажем так, активно покровительствовала ведьмам. И очень, очень много у нее во дворце жили такие необычные женщины, даже духовенство косо поглядывало. Мало того, что ее называли антихристом, которая заключила договор с турками, мусульманами, так еще и колдовством занималась. Но, как видите, ей было как-то это параллельно. Итак, дорогие друзья, общий друг Бонни Сфорце и Хюррем Султан, отправивший данный ритуал. Если мы с вами, скажем так, вспомним историю о том, как она избавилась от всех своих врагов, от Ибрагима, от Мустафы, как она устранила Махидевран, как она убрала Валиде Султан и много-много кого еще, и в конце концов добилась той цели, что овладела дворцом, и ее дети уже были хозяева этого дворца, и муж, кроме нее, никого не признавал. Если мы все-таки это все вспомним, значит, мы приходим к выводу, что ритуалы, которые она делала, и она занималась магией, но не могла она не заниматься магией, она была украинка, в конце концов. Да, она была разумна, она была начитана, но если нету везения, если нету фарта, вся твоя начитанность и образованность, сами знаете, да, куда катится. Здесь нужен был ей фарт, удачливость и покровительство определенной силой. И она это покровительство получала. Если учесть, что у нее действительно это получилось, значит, это очень сильные работы. Дарю вам пока одно заклинание против врагов. Хюррем Султан. Я так назвала, потому как это было подарено ей. Быть может, специально для нее написано. Не могу знать. Но мне кажется, что корни уходят в более глубокое прошлое. Написано это немножко в русский лад и немножко украинский. Я так понимаю, что поскольку он был польский еврей, владеющий русским языком, не очень хорошо украинским, как понял, как перевел, так и написал, дорогие друзья. Поэтому уж не будем особо критичны. Проведите, как я скажу. Вот как написано, так и проведите. Серый мак нужен для этого. И вода. Нужно кидать мак туда и читать. Там не написано сколько раз, я вам скажу, наверное, 6 раз. Это самое то. После того, как вы кинули, начитали, нужно вынести эту воду или вылейте какую-нибудь банку, емкость, закройте и на следующий день унесите. И нужно вылить на землю. Вылить на землю. Дальше ничего не сказано. Но, судя по тому, что я встречала подобные работы, да, по моему опыту, вылить на землю, кинуть 6 монет и уходить. И вы увидите, что будет случаться с вашими врагами. Мне даже интересно, насколько эффективно она избавилась от врагов, настолько ли эффективно у вас это получится. Итак, начнем. Не иду до тебе, не бегу до тебе. Я до тебе гадом погоняю. Через море, у моря кину серый мак. І що я кажу, щоб було все так. Крутись, верти, земля, матушка. Подими до мене духи усей землі і із-под землі, із неба і садових ворот. Ворогам моим зашей рот, почини воле моей, сатана их топчи да бей, кусай да дери, уси мне рабы, одна я, господарь, я на троне, вы на земле, али в земле.
Усё будет только по мне и по моей воле. И мои вороги, как трава в поле. Усих соберу, да в пекле сожгу. Пекло их сожри, пекло их уйми. Лаво, щоб було моє право, морока вам в очі, холено вдишло, корости ваша на вас, чтобы вышло, никому тих слов не перебить, ключ неба, замок земля. Аминь. Я просто, когда переписываю, сама не разбираюсь, уж извиняюсь. Внизу, через некоторое время, Яна всегда пишет, и сейчас напишет, и выложит ритуал. Итак, вот вам заклинание Хюррем Султан от врагов. Пользуйтесь. Если уж ее заклинания ей помогли убрать могущественного Ибрагима и уже почти султана, ставшего Мустафу, то уж, думаю, ваши-то враги точно уберутся. На следующий день, или вылейте в банку, на следующий день отнесите на улицу, вылейте на землю, киньте 6 монет, отвернитесь и уходите. Лучше это провести ночью при свечах. Свечи можно потушить и использовать в других ритуалах. Всем удачи!